Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Яна Чурикова. Добро пожаловать на главное событие для всех акционеров компании. Сегодня в этой студии будут подведены итоги 2020 года. Наше традиционное общее собрание акционеров проходит под уже традиционным девизом «Игра на опережение». И это, кстати, абсолютно соответствует действительности. Так вот, о правилах стратегии победы в этой игре мы поговорим с президентом ПАО МТС Вячеславом Николаевым, а также заслушаем развернутый комментарий от руководителя направления. Сегодня перед вами выступят вице-президент по финансам Андрей Каменский, вице-президент по развитию медиа-бизнеса Игорь Мишин, а также руководитель Центра диджитал-рекламы Елена Мельникова и руководитель Центра продуктов для предпринимателей Дарья Ведерникова. Ну что, будем начинать? И я с гордостью представляю вам человека, который задает мощный вектор развития компании. Это президент ПАО МТС Вячеслав Николаев. Здравствуйте. Привет. Ну Привет. что, Вячеслав, предлагаю выбрать, как мы будем строить нашу беседу. Будем жечь или будем по бизнесу? Будем жечь по бизнесу, обязательно. Но прежде чем мы начнем жечь, я сделаю небольшое отступление и скажу некоторые обязательные слова, которые связаны с тем, что наша конференция проходит в связи с общим собранием акционеров компании, и поэтому есть официальная часть. Официальная часть связана с тем, что у нас с учетом изменений законодательства в 2021 году и принимая во внимание лучшие новые практики, МТС проводит конференцию по итогам годового общего собрания акционеров, которое прошло сегодня в заочной форме. В ходе конференции мы представим детальный обзор результатов работы компании за 2020 год и ответим на вопросы акционеров и инвесторов. Общее собрание акционеров принимает решение об утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности, о распределении прибыли и выплате дивидендов, об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, об утверждении аудитора и утверждении новой редакции устава. Материалы годового общего собрания акционеров были опубликованы на сайте МТС на русском и английском языках, а также представлены в личном кабинете акционера реестр онлайн. Теперь можем жечь. Ну что ж, тогда к делу. 2020 год абсолютно изменил и жизнь людей, и, конечно же, бизнес-процессы. Какие новые вызовы этот кризис бросил МТС? Ну, кризис, мне кажется, бросил вызовы вообще всем. МТС тут не исключение. Я не могу сказать, что кризис как-то изменил нашу жизнь. Он скорее ее ускорил. Все вынуждены были попробовать какие-то цифровые сервисы. Ну, просто для того, чтобы еду заказать, да, когда всех посадили домой. И оказалось, что большому количеству людей это просто понравилось. Поскольку это всем понравилось, то бизнес встал перед такой задачей выполнить все, что бизнес планировал в течение года, 2-3, выполнить в течение месяца, 2-3. Люди сворачивали все расходы, какие можно. А это, кстати, очень интересная вещь. Мы во все кризисы замечали, что расходы, которые люди несут на связь, они сокращаются последними. То есть даже на еде начинают экономить раньше, чем на телекоме. А в этот раз получилось даже наоборот. На телекоме люди не то что экономить не начали, а начали даже больше требовать услуг, потому что все сели дома, работать все равно все продолжали. У нас очень все сильно изменилось, потому что если раньше вся нагрузка была в городах, теперь нагрузка начинала расползаться в те места, где раньше, в общем, такого спроса не было. Поэтому у нас было очень много перестроек именно в телеком-бизнесе изначально. И помимо этого мы поняли, что нужно помогать обществу, потому что всем потребовались другие формы развлечений, другие форматы программного обеспечения, которым было нужно для видеоконференции, еще чего-то. И в этом смысле мы очень сильно перестроились. Одна из известнейших вещей, мы начали транслировать онлайн-концерты, которые посмотрело 50 миллионов человек. А потом уже по факту оказалось, что это было одно из самых наших успешных не то чтобы рекламных кампаний, да, но имиджевых кампаний, потому что мы потратили на это действительно довольно много денег, мы их транслировали везде, это было абсолютно бесплатно, но при этом количество отзывов позитивных, которые мы получили, оно даже наших суровых финансистов заставило согласиться с тем, что это было вообще успешное с точки зрения даже коммерции движения. И вообще оказывается, что когда ты делаешь правильные вещи, они в конечном счете, даже если нету ощущения, что они финансово точно будут успешными, в конечном счете все равно получается хорошо.
Мы много чего перестроили. Мы много перестроили с цифровой точки зрения. У нас очень сильно поменялся банк. У нас быстро начал развиваться онлайн-кинотеатр. У нас появился спрос на музыкальные сервисы, на многие другие. И мне кажется, что вот с этой точки зрения некорректно, наверное, говорить о том, что пандемия могла принести какие-то плюсы бизнесу. Это не так. Вообще время было тяжелое для всех, остается тяжелое. Но я должен сказать, что мы из него вышли, так скажем, закаленными и, наверное, с наименьшими потерями. Ну, то есть то, что все всегда себе говорят, что кризис – это новые возможности, для вас это оказалось именно так? Получается, что так. Может быть, тогда цифры, для наглядности. Итоги года. Хорошо. Итоги года для нас были действительно, я бы сказал, хорошими. Мы показали больше 5% рост выручки. Это, еще раз повторю, для многих компаний, с которыми мы сравниваемся, это было совершенно недостижимое значение и вообще положительные показатели прироста выручки в прошлом году. Это был такой серьезный челлендж. Основной причиной того, что наши доходы не упали, а продолжали расти, оказалось то, что клиенты не перестали пользоваться нашими услугами. Вот это та самая лояльность, которая создается открытыми взаимоотношениями с клиентами, честными, которая создается тем, что у клиентов есть больше, чем одна услуга. Компания привела к тому, что когда люди начали сокращать свои расходы, вот с МТС они остались. И здесь сравнение очень, очень в нашу пользу. При этом мы видим, что не телеком-доходы, а это, когда мы начнем сейчас говорить про экосистему, не телеком-доходы, это то, что интересует больше всех, они растут значительно быстрее, чем наши традиционные. Прирост онлайн-продаж нашей розницы и прирост онлайн-продаж, если можно их так назвать, в банковском бизнесе, он в том числе произошел в результате пандемии, потому что мы вынуждены были очень быстро предложить людям услуги, которые они и сейчас, когда уже все вроде начали ходить в офис, они сейчас очень востребованы. Мы видим, больше половины наших выдач наших кредитов, она происходит в диджитал-канале, а не в старом добром офисе, куда люди приходят, показывают паспорт и получают свои продукты. О цифрах прошлого года я могу говорить долго. Мне кажется, они красивые, интересные, но лучше, чем финансисты, никто о результатах компании не скажет. И поэтому я сейчас с удовольствием передам слово нашему гению финансов, вице-президенту по финансам, соответственно, Андрею Каменскому. Я рад представить результаты группы МТС за 2020 год. Как и для всех, и для нас, это был очень непростой год. Все направления нашего бизнеса столкнулись с новыми вызовами, связанными в первую очередь с пандемией. Тем более мне приятно сообщить, что МТС отлично завершила 2020 год, продемонстрировав рекордно высокие финансовые показатели и опередив рост рынка. Несколько слов об основных показателях. Выручка группы выросла на 5% и достигла уровня 495 миллиардов рублей. Основными факторами роста был рост нашего основного телекоммуникационного направления, а также все увеличивающийся вклад новых нетелеком направлений. Основной фактор успеха 2020 года стал устойчивость нашего основного телекоммуникационного бизнеса, а также адаптивность наших операционных систем к новым обстоятельствам. Мобильные доходы, которые являются основой телекоммуникационного направления, показали рост 4,5% год к году, существенно опередив рынок. Показатель АИБДА. Здесь мы также показали рост год к году и достигли уровня 215 миллиардов рублей. Важно отметить, чтобы достичь этот результат, нам пришлось компенсировать все те негативные факторы, с которыми мы столкнулись в прошлом году. А это выпадение высокодоходной выручки от международного роуминга, временного закрытия части наших салонов, резкого роста трафика на мобильной фиксированной сети, а также единовременных резервов в МТС-банке, связанных также с пандемией. По росту показателя год к году мы также опередили наших конкурентов. Важным фактором для развития МТС как экосистемы, на который я хотел бы обратить отдельное внимание, является существенный вклад новых нетелеком направлений. Несколько слов об основных показателях этих новых направлений. Финтех. Компенсировав все те негативные факторы, которые случились в 2020 году, а именно единовременные резервы, которые мы были вынуждены сделать,
Мы завершили год с положительным финансовым результатом, при этом показав существенный рост наших основных операционных метрик. 30% рост нашего кредитного портфеля, более 33% рост нашего чистого процентного дохода. В направлении медиа рост абонентов составил 44% и достиг уровня 6,5 миллионов. Направление облачных и цифровых продуктов для бизнес-сегмента. Здесь два важных показателя – это рост выручки и рост абонентов. По росту выручки вы видите и в направлениях Cloud, и в направлении IoT мы показали двузначные темпы роста. По росту абонентов нам удалось компенсировать негативные факторы, связанные с малым и средним бизнесом, и таки показать рост абонентской базы в направлении Cloud 8%, и более того, 31% роста в направлении IoT. Структура выручки. Здесь вы видите разбивку выручки по направлениям, где вы можете увидеть устойчивый рост нашего основного телекоммуникационного бизнеса, а также все увеличивающийся вклад новых нетелеком активов. Объем инвестиций. Вы видите, мы продолжаем инвестировать и увеличиваем инвестиции от года в год. Мы активно инвестируем в развитие инфраструктуры и качество сети, при этом увеличивая инвестиции также и в новые цифровые продукты. Показатель EBITDA минус капекс – это фактически наш денежный поток. Как вы видите, несмотря на все вызовы предыдущего года, нам удалось сгенерировать приблизительно тот же денежный поток, как и в предыдущие годы, который мы также направили на выплату дивидендов. По дивидендам мы достигли рекордно высоких выплат в 2020 году. Как вы видите, они состояли из двух частей. Это наши регулярные выплаты и экстра выплаты, связанные с реализацией актива в Украине. В целом мы выплатили более 85 миллиардов рублей в 2020 году. Итоги и прогнозы. Мне еще раз приятно повторить, что в 2020 году, несмотря на все глобальные вызовы, МТС продемонстрировала рекордно высокие показатели и прогнозирует дальнейший рост в 2021 году. Спасибо большое, Андрей. Ну что ж, продолжая тему высоких результатов, они стали возможными во многом вопреки. Никто ж не будет отрицать, что работать-то всем пришлось под сильным давлением, которое оказывалось на банковскую сферу. Может быть, об этом поподробнее? Можно. Об этом можно поподробнее, потому что банком и его результатами мы сейчас гордимся особенно. Действительно, не все банки тоже хорошо прошли прошлый год. Самое главное для нас сейчас – это прирост количества пользователей приложения, потому что любые банки, они сейчас должны быть цифровыми, люди другого не воспринимают. Мы очень сильно перестроили наше приложение, у него появились совершенно другие оценки в магазинах приложений, мы уже слышим отзывы от наших клиентов, которые теперь исключительно положительные, оно хорошо выглядит, красиво, оно быстро работает. И это в том числе повлияло и на количество клиентов, которые у нас есть. Вот то, что называется daily banking, это, по сути дела, ежедневные транзакции человека, который он осуществляет в совершенно разных ситуациях, отправляя свои деньги в разных направлениях. Главное, что для него должно быть очень удобно, как тоже есть такое слово, появилось нативно, то есть естественно. Пришла какая-то необходимость, не знаю, штраф пришел, и ему событие неприятное, да, но при этом, если вот его удается оплатить, не задумываясь, не внося никаких никуда цифр, грубо говоря, одной кнопочкой, еще из-за этого скидку, вот я вижу, тебе приходится... Я понимающе хихикаю в этом месте, да. Да, тебе приходится это делать. Вот мы очень большое внимание уделяем вот этому удобству. Мы наблюдаем очень хорошие показатели у банка. Мы вошли в топ-10 банков по размеру кредитного портфеля. Мы очень быстро прирастаем в то, что называется посткредитах, в кредитах в точках продаж. И вообще показатели такие, что я думаю, что банк станет драйвером нашей экосистемы в этом году. Возможно, вместе с новым онлайн-кинотеатром, о котором мы тоже еще поговорим. Чуть-чуть попозже, да. Будем разбирать все участочки экосистемы, разбираться, как это работает в целом. Хорошо. Тогда, может быть, продолжая тему банка, поговорим о рознице? Точно, кстати, сказала, что продолжаю тему банка, потому что если вспомнить, как мы начинали, мы вообще вошли в банковский бизнес, понимая, что есть огромная синергия между банком, который есть у нас, и огромной сетью продаж, потому что когда это все объединяется, оказывается, что банк неожиданно приобретает вот эту большую сеть продаж. И на первом этапе это очень здорово увеличило показатели банка.
Сейчас мы уже живем в таком мире, когда банк своими показателями уже помогает обратно головной компании МТС. Но розница должна меняться дальше. То есть когда-то в рознице появился банк, но поскольку мы теперь строим экосистему, у нас есть очень много и цифровых сервисов, и вообще сервисов вокруг телекоммуникаций, уже салоны, магазины, в которых стоит очередь людей на обслуживание или которые только продают телефоны, уже немножко несовременно. Подожди, а нет ли здесь противоречия? Потому что мы только что говорили, как все классно ушло в онлайн. Если продолжать эту мысль, то кто ж придет в салон-то? Конечно. Где все эти люди? Придут. Удивишься, но придут. Почему придут? Потому что есть вещи, которые люди, прежде чем купить, хотят пощупать. Вот мы пока от этого не ушли. Да, если люди покупают iPhone, они, часто понимая, что они приобретают, вот конкретно эти не выбирают, они готовы заказывать его онлайн. Когда человек выбирает между 3-4 моделями, он хочет потрогать экран, посмотреть, как это все происходит. То есть даже в покупке телефонов онлайн нужен. Люди иногда выбирают, но хотят доставку, они хотят какую-то рассрочку, они хотят получить какие-то дополнительные услуги, которые можно получить именно в магазине. Они хотят консультацию, они хотят иногда поговорить с живым человеком. Поэтому онлайн да, но даже самые онлайновые игроки часто возвращаются в своих стратегиях к необходимости иметь в том числе сеть продаж. И оказывается, что сеть – это все-таки преимущество. Просто ее нужно доделывать. Она должна быть лицом компании. Ведь у Apple тоже есть магазины, да, Apple Store, наверняка бывало неоднократно в Apple Store. Это красивое место, в котором часто даже не продается что-то, а люди чему-то обучаются. Вот мы идем к этому же. У нас сейчас есть 3 флагмана, магазины, которые выглядят не так, как обычные наши салоны продаж. Там красиво и интересно. Вот у меня, опять же, за спиной на экране видны эти магазины. Там красиво, эстетично, а самое главное, там вот есть это ощущение, что очень много возможностей вокруг, в том числе возможностей цифровых. Поэтому это будет меняться, но в общем наша розница с точки зрения вот продаж оборудования телефонного и того, которое было традиционно, мы примерно с рынком идем. В этом году все возвращается. Прирост продаж к прошлому году есть, он у нас тоже есть, мы в этом смысле чувствуем себя хорошо. А вот с точки зрения обслуживания, оно все больше и больше переходит в онлайн, и поэтому у нас появляется как раз возможность в точках продаж уже предлагать какие-то новые услуги и обучать. Эта тема уже чуть выше прозвучала по поводу развлекательных и видеосервисов. Какие у вас демонстрируют наибольший рост? Совершенно очевидно, что у нас демонстрируют наибольший рост видеосервисы, потому что то, что люди начинают в изоляции смотреть прежде всего кино онлайн, ТВ. Поэтому у нас пользователи онлайн-кинотеатра, например, приросли в 3 раза. При этом, что особенно приятно, я не уверен, кстати, что это произошло бы в любой стране мира, но известно, что Россия самая читающая страна. Вот у нас пользователи МТС-библиотеки приросли тоже в 3 раза. Это приятно. Да, у нас целый набор развлекательных сервисов, он давно уже сформировался и сейчас доформировывается дальше. У нас есть библиотека, у нас есть киберспорт для самых молодых и стриминговая платформа киберспортивная. У нас есть МТС Лайв, который сейчас это настоящие концерты, билеты на них и все, что вокруг этого, продюсирование. Здесь, к сожалению, во время пандемии не самые лучшие результаты, но вот зато мы показывали онлайн-концерты. И у нас был МТС ТВ, который плавно в этом году начал развиваться и превратился в онлайн-кинотеатр, о котором мы тоже еще поговорим. Но самое главное, что цифры действительно очень впечатляющие. Вот этот трехкратный рост и в онлайн-кинотеатре, и в библиотеке меня очень радует, потому что именно эти люди, они потом с нами остаются очень надолго, пользуясь этими сервисами. Я сейчас поставила себя на место акционера МТС. Мне бы, конечно же, очень хотелось узнать о структуре предполагаемых расходов. На что вы планируете тратить деньги? Во что инвестировать? В какие новые бизнесы, может быть? Тут надо сказать первое, что мы же помним, что мы все-таки базируемся, в том числе на телекоммуникационном бизнесе. И здесь все равно большая часть расходов, она все равно идет в телеком. Я не могу причем сказать, что это не идет на новые бизнесы, потому что сейчас мы расширяем покрытие самое современное.
А без вот того же самого 4G в ближайшем будущем и 5G, да, вот 5G, у нас уже демозоны появились, люди уже меряют скорости сумасшедшие, а без этого новых сервисов тоже не будет. Поэтому это обязательная часть. Но мы действительно увеличиваем инвестиции в новые направления, и если раньше это были очень незначительные суммы, то в этом году мы прогнозируем, что, вот сейчас уже по прогнозу, да, будет 19% инвестировано в новый бизнес, то, что называется капитальных вложений. При этом я надеюсь даже, что мы будем это делать еще быстрее, и каждый 5-й рубль будет вложен в какие-то новые услуги. Учитывая, что суммы, в принципе, инвестиций в компании огромные, это очень существенный задел в то, что в будущем диджитал-сервисы будут расти еще быстрее. Какие наиболее перспективные направления, где ожидается наибольший рост в этом году? Я бы сказал, что финансовый бизнес будет расти очень быстрыми темпами. Мы уже видим по результатам первого квартала, что это происходит. И это прям серьезное ускорение, которого мы... Я не могу сказать, что мы прям точно запланировали. Мы надеялись на это, но это не было планом. То есть мы уже превышаем планы прошлого года по финсервисам. У нас стартовал онлайн-кинотеатр «Кион», и это будет второй источник роста. Третий источник роста, может быть, меньше знаком массовому потребителю, но облачные сервисы, все, что связано вокруг этого, интернет вещей, это более B2B, да, сервисы, но тем не менее они влияют на нашу жизнь, потому что те сервисы, которые мы представляем B2B, дальше они все равно приходят каким-то образом к потребителю. Это вот третий большой источник роста, который мы ожидаем. Это не только в этом году, это еще и более долгосрочно, но я уверен, что мы это увидим как серьезные изменения доходов компании. Уже в этом году это уже двузначный прирост. Там у нас в первом квартале 30% рост год к году идет на облачных сервисах, на цифровых решениях. И это уже это не сотни миллионов, это уже миллиарды. Поэтому это очень, очень серьезный бизнес, на который мы возлагаем большие надежды. А мы плавно перейдем. Правда, знаете как, можно, конечно, поерничать и сказать сегодня, это такое модное слово, экосистема. Но только не в нашем случае, потому что здесь за понятием экосистема стоит целый набор конкретных шагов, которые были предприняты в компании, ну и, собственно, конкретные результаты. Да, с экосистемой на самом деле все не так просто, потому что в последнее время тоже слово стало немножко ругательным, мы его все еще любим. Но его стали часто использовать, и даже небольшие парикмахерские у дома начинают строить свою экосистему. На самом деле в экосистеме есть абсолютно четкая экономика. Экосистема может строиться на таких двух больших столпах. Должна быть собственная клиентская база большая, с которой у вас есть взаимоотношения. И вот это у нас есть в телекоме, у Сбербанка, теперь Сбера, строящего экосистему, есть в банкинге, да, есть Яндекс, у которого в поисковой системе огромное количество клиентов. Вот они, там, понятно, у них есть сложность, что это не совсем клиенты, но при этом это люди, которые приходят на витрину, и это тоже очень здорово, потому что это самая высокочастотная витрина. И вот здесь мы подходим к второй части. Нужна частотность взаимоотношения с клиентом. Когда эта частотность появляется, вы много знаете про клиента, потому что он ваш клиент давно, и вы можете ему предложить какой-то сервис и услугу, когда он приходит к вам на витрину. Соответственно, вы не тратите деньги на рекламу, на привлечение этого клиента. Вот какой-нибудь онлайн-кинотеатр, который ни с кем не связан, он вынужден это делать в лоб и, грубо говоря, потратить, 3000 рублей на то, чтобы привлечь нового клиента. Так, чтобы просто расставить все точки над «и». Я правильно понимаю, что в данном случае для исторически телеком-бизнеса, собственно, клиенты, большая клиентская база – это хороший фундамент для построения экосистемы? Это абсолютно необходимый фундамент для построения экосистемы. Если этого фундамента нет, то построение экосистемы становится лозунгом. А так это работа понятная, которая ведет к тому, что как раз на основе той самой big data, то есть на основе знаний о ваших клиентах, вы можете предложить клиентам какую-то другую услугу, подарить часто клиенту вот те самые деньги, которые вы бы потратили на его привлечение. Клиент приходит к вам со скидкой, вы получаете большее внимание клиента, большую часть его кошелька, клиент получает более дешевую услугу. У нас получается win-win. Именно таким образом экономически любая экосистема развивается. Здесь становится очень важным, во-первых, конечно, качество услуг, за ним надо смотреть. Здесь становится очень важным бренд,
потому что у вас должно быть доверие клиента. И появляется такая необходимость очень сильных перестроек в IT-системах. Если они сделаны по-разному, то клиент не чувствует вот этой экосистемности. Ему нужно удобство, ему нужно понимание. Ну, как минимум, модуль идентификации клиента, то, что называется логин, пароль, вот эта вся часть, она должна быть единой. Если уж вы вошли в одно приложение, да, вы должны точно так же... Здравствуй, дорогой. Здравствуй, дорогой. И, естественно, переходить во все остальные приложения системы. И это тяжелая IT-работа. Вот она нами как раз была проделана. Все, что ты сейчас говоришь, это реально огромный кусок работы. Огромный. А за ними еще много-много кусков работы. Да. Тогда я все-таки вспомню, что я журналист, должна задать острый вопрос. А где мы сейчас? В какой стадии развития экосистемы? Начало, середина? Ну уж точно не финал, когда уже все прям классно. Точно не финал. Заработано. Точно не финал. Я бы сказал, что мы сейчас на очень хорошем этапе развития экосистемы, когда мы подготовили базу. Вот те самые IT-работы, которые, они уже проделаны процентов на 90. У нас действительно, если ты заходишь в любое приложение, там, сервисное приложение «Мой МТС», ты потом переходишь в другое приложение, тебя уже не просят залогиниться, они уже знают, что это ты. Более того, у нас объединены вот эти базы, и мы взаимодействуем с тобой как с единым клиентом. Это очень большая часть работы, и в этом смысле мы впереди даже некоторых очень, очень продвинутых конкурентов. И дальше уже вопрос в том, в наращивании количества услуг, которые мы клиенту предлагаем, и в том, чтобы клиент четко осознавал, вот это тоже большая часть работы, что ему выгодно находиться в экосистеме сервисов МТС. Для этого отлично. Масса возможностей. Прекрасно, прекрасно. Значит, опять моделируем клиентский опыт. Какая-то такая легкая завлекалочка. Вот вошел клиент. Может быть, обозначим, какие части внутри этой экосистемы, какие продукты предлагаются? Продукты, которые у нас есть, они основаны больше на изначальном телекоме. У нас есть, причем даже домашний интернет и домашнее телевидение, которое есть, оно в этом смысле даже в каком-то смысле более интересно, потому что мы в телекоме, в мобильном занимаем огромную долю рынка, а здесь мы только растем. У нас большая доля рынка в Москве в фиксированной связи, а вот в стране она сейчас нарастает. И самое главное, что вот это то, что называют конвергентом, это когда мы предлагаем сразу все услуги связи, все в одном, это то, что вот клиентов к нам больше всего привлекает, поэтому там все равно на телеком большое внимание уделяется, и телеком продолжает расти, и количество конвергентных клиентов продолжает расти, и это здорово. Дальше туда естественным образом ложится онлайн-кинотеатр, потому что все равно это на наших же сервисах, на нашей обычной линии связи, плюс за трафик, поскольку это наш сервис, вы не платите, даже если он у вас не безлимитный. И дальше все это окутывается приятными финансовыми сервисами от МТС-банка. А тоже абсолютно необходимая вещь еще и для, то, что называется, для смазки экосистемы, потому что если у вас взаимодействие только с клиентом только по телекому, да, ну, на мобильном счете редко лежит много денег, да, для того, чтобы какую-то новую услугу, вот, видишь, для того, чтобы новую услугу какую-то купить, нужно, да, иногда финансовое плечо, особенно если люди до сих пор иногда не любят в интернет вводить номер кредитной карты. Вот здесь МТС-банк как нельзя кстати, помимо обычных сервисов, он еще помогает развиваться экосистеме. Очень много связок с телекомом есть у новых сервисов, которые каким-то образом используют интернет вещей. Это мы плюшки перечислять продолжаем. Это не то, что плюшки, это такой пространный ответ на твой вопрос, а из чего состоит экосистема. Вот это тоже часть, потому что, ну, не знаю, ошейник для собаки купил, присоединил, а дальше у тебя есть много сервисов вокруг этого. И это тоже от человека идет. Вот что ему надо, то ему и предлагается. И таких сервисов становится больше и больше. И вот то, что на экране мы пишем как digital, это и какие-то приложения, которые у нас уже давно существуют, там, типа сервисного приложения «Мой МТС», и уже привычные там МТС Music или там общая программа лояльности МТС Кэшбэк, но вот этот список цифровых сервисов, он очень быстро дополняется как собственными сервисами, так и партнерскими. И вот это вот изменение количества сервисов, которое сейчас идет очень быстро, оно и приводит к тому, что клиент начинает пользоваться не одним, а двумя, тремя. Когда уже тремя, это уже взаимодействие очень близко, и мы понимаем, что это будет, естественно, это будет продолжаться только если клиент нами доволен, но вот на это мы тратим очень много сил, ну и, честно говоря, денег, и дальше мы сможем продавать ему что-то еще.
Да, то, что мы сейчас услышали, это выглядит как такой хороший блокбастер, причем фантастический. Предлагаю плавно перейти к теме гипермаркета впечатлений «Кион», который как раз был запущен во втором квартале этого года. Когда начинаешь строить такую схему онлайн-кинотеатра, особенно с собственным производством, это всегда такая ставка, да? Получится, не получится производство. И мы сейчас видим, вот по первым вышедшим Originals, я надеюсь, что ты часть из них уже смотрела, Конечно. что получается. Вот прям контент, который выходит, я лично очень, я бы даже сказал, счастлив тому, что у нас получилось именно так, как оно получается. Но вот об этом бизнесе лучше всего расскажет человек, который его создал. Поэтому сейчас будет создатель гипермаркета впечатлений «Кион», он же вице-президент компании МТС по развитию медиа Игорь Мишин. 19 апреля МТС Медиа представила рынку наш новый продуктовый бренд «Кион». Так вы назвали наш OTT-сервис. Для зрителя это онлайн-кинотеатр, потому что OTT, конечно, индустриальный термин. «Кион» ассоциируется очень хорошо с кино, с кинотеатром, с фильмом, с экраном. Нам это очень важно, потому что мы представили рынку за первые 2 месяца уже 8 релизов. До конца года их будет около 30. И наш бренд отвечает 3 важным словам. Смело, честно, необычно, потому что мы вышли на рынок далеко не первые, и надо было сразу обратить внимание на появление нового бренда. И также мы придумываем, снимаем и рассказываем через сериалы наши истории, которые точно яркие, сильные истории с амбивалентными героями, с некой степенью искренности, которую зачастую трудно увидеть в эфирном телевидении. Мы до конца года выпустим около 30 релизов. Это будут большие часовые сериалы, это наши флагманы, 30-минутные сериалы. Мы придумали новый формат киносторис. Это полный метр, который разделен на серии, и который именно платформа дает возможность смотреть либо как полнометражный фильм, либо посерийно сериал, потому что много контента потребляется через мобильное устройство, на ходу, в транспорте и так далее. И мы также покажем порядка 7-8 полных метров, которые мы сопродюсируем с лучшими нашими российскими студиями. Наши оригинальные проекты уверенно зашли в первые 2 месяца в топ-20 самого просматриваемого контента. Они сегодня драйверят подписку, они драйверят сегодня просмотры. И у нас очень великолепная пресса. Около 3000 публикаций получил «Кион», наши оригинальные тайтлы, наши сериалы. И, надеюсь, многие из вас уже, наверное, могли что-то посмотреть и познакомились. Это очень приятное и позитивное принятие рынком нашего старта. То есть такого старта за последнее время не было ни одного медийного проекта. Мы очень плотно работаем с Первым каналом. Мы продюсируем вместе несколько проектов, и также Первый канал очень хорошо нас поддержал. Герои, актеры наших сериалов были в эфире Первого канала, присутствовали в программах, рекламировали «Кион», и мы продолжим наше стратегическое партнерство МТС в целом и Первого канала по разным другим также направлениям. Мы понимаем, что это невозможно представить, выход «Киона» просто как стендалон проекта. Мы, безусловно, часть экосистемы, и мы работаем по всей стране, поэтому мы в этом году представим еще большой такой проект, как фестиваль уличного кино. С середины июня до середины сентября побываем во всех и больших, и малых городах Российской Федерации. Мы часть экосистемы, безусловно, мы присутствуем во всех цифровых продуктах этой системы. Нам очень помогает розница МТСовская, и это у нас очень много конвергентных абонентов, которые мы как раз получаем как часть системы. Это абсолютное наше конкурентное преимущество по сравнению с стендалон кинотеатрами, которые существуют на рынке самостоятельно. Спасибо, Игорь. А мы продолжаем говорить про тренды. Вот 2020 год стал бумом подписок, это тоже абсолютно очевидно. Мне кажется, подписаться можно сейчас на все, что угодно. Вот все, что придет в голову, на все можно подписаться. Что можно сказать в связи с этим о таком продукте, как МТС Премиум? А премиум, действительно, подписка подписок. В принципе, большая часть экосистем в какой-то момент поняли, что такая штука нужна. Это такой психологический подход. Если ты заплатил даже очень небольшие деньги за скидки какие-то, то ты уже хочешь ими пользоваться, потому что ты же за это заплатил. То есть у нас сейчас очень быстро растет
количество людей, которые подписываются на премиум. И это здорово. Мы там еще вошли в некоторые коллаборации. У нас теперь премиум работает с крупнейшими экосистемами. Здесь мы еще, когда о партнерах будем говорить, мы об этом поговорим. Но, в принципе, сама идея, я бы сказал, выстрелила. И это здорово, потому что клиенты по-прежнему имеют возможность приоритетного обслуживания. Они могут даже, если вдруг случилась очередь, вообще, по-моему, редко сейчас уже бывает, но если вдруг случилась очередь в салоне продаж, они тоже могут пройти быстрее, чем другие люди. Но количество пользования новыми сервисами, теми, кто подписался на премиум, оно растет очень быстро. И это здорово. Я бы сказал, что это у нас большой успех. Я думаю, что здесь еще есть маркетинговая хитрость у человека с маркетинговым бэкграундом. Ты мне сдала. Премиум. Но все-таки хочется быть частью чего-то премиального. К вопросу о нейминге и правильном позиционировании. Так. Вы в конце прошлого года запустили классный продукт под названием «Не тариф». Там есть глубокий смысл, на самом деле, еще глубже, чем мы всегда рассказывали. Он действительно не тариф, потому что вот в том понятии, в котором раньше мы все жили, когда вот у нас появился один тариф, второй, третий, четвертый, это другое, иное. Это пульт управления. В принципе, получается так, что раньше вообще само понятие тариф в рынке возникло, потому что были минуты, мегабайты. В общем, это как-то все измерялось. Я правильно понимаю, что здесь это не про измеримые показатели? Это первый наш продукт, в котором люди покупают, и дальше они в него заходят и начинают двигать всякие эти органы управления у него. А 80% людей, которые подписались на тариф, а это массовое сейчас подключение, поэтому это очень много, что-то меняют внутри вот этого пульта управления. Это, на самом деле, сумасшедшая степень вовлечения, это здорово. Эта вся система не позволяет в лоб сравнивать тарифы с телеком-операторами. Вот мы в этом смысле настолько не телеком-операторы, мы настолько вышли из этой борьбы, что те, кто подключился на тариф, они, как можно сравнить? Вот хорошо, поставим те же, что вот у кого-нибудь другого оператора, 200 минут и там 40 гигов, вот поставил. Какая стоимость? Когда у тебя только это подключено, или ты еще подключил себе какой-то дополнительный сервис и получил 30% скидку? Если у тебя уже изначально тот продукт, который ты приобретаешь у компании МТС, он сделан под тебя, это вообще супер, и тебе уйти куда-то в другое место оказывается очень сложно. Поэтому не тариф, еще один большой успех прошлого года. Вот к вопросу о кэшбэке. Как клиент я всегда радовалась такой возможности и продолжаю радоваться. Но как банк, в чем выгода в данном случае ваша? А выгода, она не только банка, и это выгода всей группы компаний МТС. С кэшбэком всегда очень интересно. Многие компании по-разному пробовали этот инструмент, и он бывает открытым и закрытым. То есть, грубо говоря, ты можешь кэшбэк накопленный тратить только на свои сервисы, на все сервисы, да, есть разные форматы, или какие-то определенные свои, там, и партнерские, скажем, да. И если у тебя, как у компании, есть какой-то сервис, который люди платят регулярно, все равно платят, то ты можешь себе позволить сделать кэшбэк такой, чтобы можно было тратить только на твои сервисы и сервисы твоих партнеров. Все равно люди тратят деньги на связь. Поэтому они понимают, что зарабатывая кэшбэк в МТС, это все равно рубли, которые будут им сэкономлены, когда он их все равно тратит на связь. Поэтому с этой точки зрения это такая программа лояльности, которая, с одной стороны, чем больше тратишь в МТС, тем больше получаешь кэшбэк и можешь оплачивать им другие сервисы МТС. Соответственно, это еще больше увеличивает вот этот вот эффект снежного кома, что люди продолжают пользоваться услугами МТС. А с другой стороны, у нас есть партнеры, которые, когда ты покупаешь у них на витрины через наш кэшбэк, тоже начисляют МТС кэшбэк. И таким образом, через покупки у партнеров ты тоже приходишь к нашим услугам, имеешь дополнительные скидки через кэшбэк на наши услуги. Поэтому тоже история интересная. Естественно, сложнее всего в этой истории с банком, потому что когда у тебя есть банковская карта, с нее кэшбэк, это там реальные деньги, которые приходят. И дальше вопрос в том, можешь ли ты их тратить обратно на некоторые банковские услуги. Вот это вот сейчас количество у нас возможностей увеличивается. А чем дальше, тем больше. Ты уже можешь на смартфон копить и какие-то уже другие сервисы оплачивать с помощью кэшбэка. Поэтому здесь я бы сказал, что у этой услуги очень серьезное будущее. Она уже сейчас неплохая, но она точно сможет стать еще лучше. Это вот такой задел, пожалуй, вот в конец этого года. Там будет еще интереснее. Раз уж мы заговорили о партнерских сервисах, вот тут вопрос.
собственные внутренние или какие-то внешние? Какая здесь у вас политика? Всегда возникает вопрос. Многие говорят, закрытая экосистема, открытая экосистема. А я, честно говоря, плохо представляю себе вот полностью закрытую экосистему, потому что предполагать, что ты сам сможешь создать все услуги прекрасного качества, востребованные, которые вот тебе будет достаточно, мне кажется, это было бы здорово, но вот я не знаю, такой самоуверенностью не обладаю, и компания, в общем, тоже. Мы партнеримся с очень крупными игроками. Это одна из больших частей нашей работы. И среди примеров я могу привести, наверное, из самых ярких Spotify, Apple Music. В конце концов, в премиуме я уже говорил, что мы партнеримся и с Яндексом, и с Озоном. И здесь это такая долгая, кропотливая работа, но при этом оказывается, что большое количество компаний не из России имеют очень ограниченные возможности по партнерству внутри России, потому что им нужна вот комплаенс, очень большая прозрачность, то, что называется, им нужна очень белая компания, и МТС в этом смысле может как раз все это предоставить, и поэтому у нас в этом смысле очень хороший выбор партнеров. С другой стороны, да, стартапы, у нас есть стартап-хаб, у нас есть инкубатор, мы активно работаем в этом направлении тоже. Я не могу сказать, что это уже сейчас принесло большое количество финансового результата, но это точно очень хорошо освежает нас в работе над нашими собственными продуктами, и какие-то из продуктов из инкубатора уже появляются в экосистеме МТС. Плюс вообще партнерство – это такая очень большая тема, потому что для партнера тоже нужно создать огромную инфраструктуру. Партнер должен уметь быстро подключаться, он должен иметь тоже прозрачность с нашей стороны. Если мы его услуги подключаем клиентам, он должен иметь аналитику, он должен, в конце концов, пользоваться нашей бигдатой, должен пользоваться всей этой обвязкой, она должна быть быстрая, простая, красивая. Это только кажется, что это легко создается. Я вот не могу сказать, что мы уже на этом пути прошли все. Здесь у нас еще есть к чему стремиться. Хотя путь пройден большой. Я бы сказал, 70% мы прошли, но 30% еще бежать. И если ты новости читаешь, то последние 2 дня появилось много новостей на тему того, что МТС начал продавать по подписке воздух. Вячеслав Константинович, зная тебя некоторое время, я бы не удивилась. В принципе, это так и есть. Единственное, что мы продаем воздух не простой, а кондиционированный. Абсолютно. Смотри, вот тебе нужно взять и пойти купить кондиционер. Например, сейчас. Лето уже идет давно, уже на пункт лета непонятно, или устанавливать еще что-то. А вот мы партнеримся с крупнейшими игроками рынка. Вот один из способов такой коллаборации – это продавать какие-либо услуги или товары по подписке. Вот в данном случае мы запартнерились с компанией Daiichi, это один из крупнейших дистрибуторов на рынке кондиционеров, и мы решили, что мы будем вместе продавать не кондиционеры, а именно кондиционированный воздух. По подписке за определенную сумму в год, которая может быть разбита вместе. У нас несколько в этом смысле есть экспериментов, они в разных местах сделаны, в разных регионах. Ты платишь в год сумму заметно меньшую, чем тебе пришлось бы заплатить, покупая кондиционер. И пока ты это платишь, у тебя продолжает работать кондиционер. Через какое-то время тебе его меняют. То есть, в принципе, ты можешь больше никогда кондиционер не покупать. Ты покупаешь воздух кондиционированный. Дамы и господа, на ваших глазах только что Вячеслав Николаев продал мне воздух. По поводу подписок, есть еще подписка на топливо. Партнеримся с лидерами. Есть компания «Лукойл». У компании «Лукойл» большое количество заправок в России. Вот мы в 4 регионах запустили пилот. Он будет сейчас еще расширяться по покупке топлива в подписку. А вот здесь есть возможность прям серьезно получить большую скидку. И «Лукойл» тоже рад? Естественно, потому что ситуация простейшая. Ты же не всегда наверняка на одной и той же заправке заправляешься. Конечно. Вот у тебя бензин начал кончаться, ты не находишься со своей любимой заправкой, заехал на какую-то другую, из свитчера, который то там, то здесь. Принцип жареного петуха, я все всегда к нему живу. Все правильно. Но при этом, если у тебя где-то куплена подписка, уже на этот месяц у тебя бензин куплен, ты постараешься доехать до той заправки. Если сэкономлю, конечно, потенциально, то да. Вот. И в этом, в том числе, смысл этой истории. Компания получает новых клиентов, которые по подписке приходят, и постоянных клиентов, которые заправляются уже не где-то еще,
а только у них. А как известно, дальше уже происходит вся эта история с кофе на заправке и так далее. Тоже известная история ритейла, когда у тебя дополнительные услуги приносят иногда больше, чем основные. И поэтому вот такая коллаборация, а коллаборация возможна именно с нами, потому что мы очень четко, во-первых, мы очень четко понимаем, сколько людей где заправляется. Мы знаем эти доли рынка. И опять бигдата пошла. Да, опять бигдата пошла. И мы можем эту услугу продвинуть. У нас есть те самые финансовые взаимоотношения с клиентами, которые позволяют нам все это быстренько с ним подписать. Есть банк, который может предоставить финансовое плечо. И все вокруг этого. В общем, друзья, вы поняли, что ваши дивиденды они в надежных руках. Это точно. А как измерить эффект этой всей экосистемы? Есть ли какие-то measurements? Хороший вопрос. Ну, прежде всего, эффект экосистемы, он проявляется в общих финансовых результатах, которые мы демонстрируем активно сегодня. Вы их все видели. Мы, естественно, смотрим некоторые внутренние параметры, которые, ну, например, раньше мы смотрели на клиентов, которые все были отдельно, да? Потом появились мультипродуктовые клиенты, мы уже начали понимать, что вот этот человек, у него 2 сим-карты и кредитная карта банка. Потом мы начали рассмотреть то, что называется экосистемных клиентов, когда мы с клиентом работаем уже на другом уровне взаимодействия, мы показываем ему всю глубину потенциальных выгод, которые он может получить, работая с компанией МТС. И вот это вот уже то, что мы называем экосистемные клиенты. Мы внимательно следим за этой цифрой. И, во-первых, я должен сказать, что цифра растет. Во-вторых, это приводит к увеличению общих денег, которые зарабатывает компания МТС, потому что человек, который подключил у нас 3 услуги, он платит там в среднем в 2 раза больше денег, в принципе. И у него отток снижается, вот в зависимости от просто, вот если сравнить просто с оттоком телеком, в 6 раз. Да, если 2 услуги там получается в 3 раза, так в 6 раз. И из-за этого у нас сразу появляется экономика моментально. И именно эту экономику видят уже наши акционеры, когда понимают, что мы растем быстрее других на рынке, когда у нас растут не телеком-услуги, когда у нас улучшается общая ситуация. Ну и вот есть еще один параметр, который мы внимательно смотрим. Это желание наших клиентов нас рекомендовать другим клиентам. Есть такой NPS, Net Promoter Score. Он довольно сложный, мы не раскрываем эту цифру постоянно, потому что она смотрится в очень большом количестве разных разрезов, но внутри компании это один из основных параметров, на которые мы смотрим для каждого бизнеса, для каждого продукта. Он должен нравиться клиенту. Да, я тебя чем больше слушаю, тем больше понимаю, что это вообще уже другая игра. Вообще не телеком, а просто какая-то большая игра, та самая игра на опережение. А я правильно понимаю, ну так, послушав твоих коллег в том числе, что у вас в компании agile, слово ругательное. Ну, оно не то, что ругательное, оно немножко, оно, с одной стороны, чуть-чуть, наверное, устарело, а с другой стороны, такое количество людей понимают его, ну, я бы сказал, как минимум по-разному, чтобы не сказать неправильно, никого не обидеть. Но мы давно уже работаем, вот с точки зрения ИТ, тут в последнее время было много новостей по поводу того, стала ли МТС ИТ-компанией или не стала. Это как раз вопрос, связанный напрямую с agile, потому что с какой-то точки зрения мы уже совсем ИТ-компания, мы даже в телекоме еще мы были той компанией, которая сама себе разработала собственный биллинг. Это вообще редчайший случай в мировой практике, чтобы он не просто был разработан, а чтобы он еще хорошо работал. А это конкретно наш кейс, у нас больше 6 тысяч разработчиков вообще. Мы разрабатываем все наши диджитал-продукты, не все, большинство наших диджитал-продуктов, но основные, вот и мой МТС, и даже Kion как стриминговая платформа, несмотря на то, что ядро у нее покупное, вся обвязка, которая клиентская, и все, что связано там с то, что называется фронтенд, это все собственные разработки. Вообще Силиконовая долина МТС такая у вас. Да, с этой точки зрения мы уже IT-компания. Тут где-то там 25 лет назад можно было спросить руководителя компании, а у тебя IT есть? И он там мог объяснять, что у меня есть вот отдельно IT, и он что-то нам улучшает. Потом IT стало сутью большинства компаний. А сейчас идет следующий этап, когда сутью некоторых передовых компаний становится уже следующий уровень, это все равно IT. Да? Но есть Big Data, есть искусственный интеллект. Это все равно некоторые новые направления, которые они начинают растворяться в разных продуктах компании и вообще в жизни самой компании. Когда мы говорим об экосистеме,
как о некотором продукте. Ну, там тоже обязательно должен быть рекомендательный движок, потому что когда клиент приходит куда-то к тебе на витрину, ты должен выбрать, какой следующий продукт ему показать и в какой момент. И это тоже, естественно, и Big Data, и искусственный интеллект, и еще и виртуальный помощник. Но есть продукты, которые прямо жестко базируются на каком-то из этих вот новых, я даже не могу сказать, что продуктов, да, на новом подходе. И один из этих продуктов – это цифровая реклама. Много лет МТС был покупателем рекламы, а теперь мы перешли в другую ипостась и начали продавать рекламу. Это произошло, наверное, 2,5 года назад, даже чуть больше. С тех пор этот сервис очень быстро растет, местами трехзначными цифрами. Это уже не миллионы и даже не сотни миллионов, это перешло уже в разряд миллиардов. И лучше всех об этом бизнесе расскажет человек, который им управляет, директор центра. У нас все, что связано с новым бизнесом, называется центрами. Вот этот директор центра цифровой рекламы Лена Мельникова. Лена, вам слово. 3 года назад был запущен продукт МТС-маркетолог. Сегодня нам доверяют ведущие предприятия в области финтеха, образования, e-кома и ритейла. Самое главное, нам удалось сделать доступными результаты работы Big Data для малого и среднего бизнеса. Сегодня МТС-маркетолог – это не только реклама на СМС. Мы можем найти очень узкую целевую аудиторию, именно тех, кто интересуется потенциальной продукцией наших клиентов в социальных сетях и в сети Программатик. А главное, мы боремся с фродом и точно уверены, что эту рекламу увидит человек, а не бот. Кроме того, мы активно работаем в области лид-генерации. А это значит, что наконец-то даже малый и средний бизнес может увидеть возврат своих маркетинговых инвестиций и точно посчитать стоимость лида, а в конечном итоге и стоимость клиента, который пришел в их торговую точку. Для крупного и среднего бизнеса мы проводим уникальные исследования, которые показывают, чем конкретно интересуется их целевая аудитория, куда они ходят, что смотрят. А еще это помогает принимать по-настоящему правильные решения, которые влияют на эффективность их бизнеса. МТС является несомненным лидером в области маркетинга. А это значит, что мы можем посоветовать нашим клиентам те рекламные инструменты, которые по-настоящему работают. А кроме того, мы с пониманием относимся к тому, что далеко не все наши рекламодатели хотят самостоятельно запускать рекламные кампании. А поэтому мы всегда готовы им помочь. И наша служба клиентского сервиса поддерживает наших клиентов и помогает им разрабатывать медиапланы и заранее делать прогноз эффективности той или иной рекламной кампании. Как результат, сегодня мы видим кратный рост количества наших клиентов. Но что по-настоящему важно для нас, мы видим не только рост клиентов, но и рост количества экспериментов, которые они готовы делать вместе с нами, так как видят результат совместной работы. И мы искренне верим, что такие темпы роста сохранятся у нас и в этом году. Да, это все, конечно, какой-то новый мир, который уже наша реальность. Но, знаете, как-то аналоговый человек во мне, друзья, постоянно говорит, как меня пугает Big Data, что вы все обо мне знаете. Вот Слава на меня смотрит, а на самом деле он знает обо мне больше, чем даже я сама о себе. Вот тут я тебя точно прямо сейчас прерву, потому что это, кстати, важно. А ты знаешь, конкретный Слава о конкретной Яне ничего не знает. Вот это немножко успокаивает. Это, кстати, очень важно, потому что огромные средства внутри компании, в том числе, тратились на то, чтобы ни один конкретный человек не мог узнать что-то о другом конкретном человеке, даже если он работает в Big Data МТС. Есть такое понятие все-таки machine learning. То есть машинка, роботы те самые, они смотрят, делают какие-то выводы, и они могут выполнить нашу задачу, например, по каким-то параметрам кому-то показать какую-то рекламу. Так работает. А вот так, чтобы мы знали про каждого конкретного человека все, это очень известное заблуждение. Облачные технологии, ведь, боже мой, теперь все в облаке. Да. Да, но есть же и плюсы у этого всего. Как это называется? В основном плюсы. Облако на службе человека и, в частности, на службе малого бизнеса. Вот точно очень сейчас, опять же, сформулировала. Не знаю, как тебе это удается, особенно как гуманитарию. Но облака очень, очень легко делятся между разными потребителями. Есть крупный бизнес, который вообще, в принципе, старается сейчас все переносить в облака, потому что это надежнее, потому что это быстрее, по целому ряду причин. И это отдельный сервис, который работает с крупным бизнесом, со средним бизнесом. Там тоже много всего интересного. У нас он растет тоже очень быстро. Здесь хорошие возможности именно у российских компаний, потому что многие гиперскейлеры мировые, лидеры,
они не так активно развиваются здесь, потому что, известно, у нас есть масса требований по тому, чтобы данные хранились внутри страны. И это позволяет в моменте большому количеству российских компаний хорошо конкурировать на этом рынке. И мы буквально одни из первых, кто хорошо конкурирует на этом рынке. Но при этом мы, я бы сказал, довольно сильно отстаем от остального мира в вопросах использования клауда микробизнесом, малым бизнесом. В большом количестве стран сейчас для того, чтобы начать свой бизнес, вообще не нужно айтишникам нанимать. Можно брать определенные блоки из облака и сразу начинать на них работать, все уже готово. И мы в эту сторону очень тоже активно развиваемся. За последнее время мы создали очень хорошую, молодую, активную команду. Они своей активностью иногда пугают старых телекомщиков, потому что подходы у людей совершенно другие, но они очень клиентские, очень вот то, что сейчас принято называть клиентоцентричные, и они, по сути, создают целую гирлянду облачных сервисов, которые подходят для, прежде всего, микробизнеса. Вот есть даже такое мнение, что экосистема для крупного бизнеса не существует, потому что в крупном бизнесе есть отдельно финансовое направление, которое работает с банками, есть маркетинг, который работает с рекламой и так далее. И такое комплексное предложение в разных направлениях крупному бизнесу делать довольно трудно. А вот микробизнес и малый бизнес, он ведет себя во многом как частный клиент. И в этом смысле можно предложить ему именно сумму сервисов, которая позволит ему быстро работать, без больших затрат и так далее. Вот на этом направлении у нас трудится Даша Ведерникова, которая руководит Центром разработки продуктов для предпринимателей, и которая нам расскажет, почему МТС здесь будет впереди планеты всей. Когда мы говорим о предпринимателях, мы говорим о наиболее массовом сегменте внутри B2B. Для нас предприниматели не равно ООО и ИП. Для нас это каждый, кто решил работать на себя. Помощь малому бизнесу – это ответственность крупного. Малый бизнес, предприниматели – это те, кто делают нашу жизнь комфортнее. Они создают то, что мы любим по-настоящему. Небольшие рестораны авторской кухни, нишевые бары, маленькие магазины с цветами у дома – все это малый бизнес. МТС – твой бизнес, наша витрина продуктов и сервисов, где предприниматель может выбрать и подключить сервисы для упрощения его бизнес-рутины. Например, наш TaskTracker WorkZen или сервис от МТС Маркетолог. 90% наших сервисов не имеют отношения к телеком уже сегодня. С нами предприниматель легко выберет то, что нужно, сможет убедиться перед покупкой, что сервис ему подходит, и совершенно точно не переплатит. МТС «Твой бизнес» — это не просто сайт, это голос, которым МТС говорит с предпринимателями. Так же, как и в B2C-сегменте, в сегменте микро мы будем двигаться в рамках стратегии построения экосистемы. Единый кабинет управления подписками, возможность оплаты любым удобным способом, МТС-профиль. Малый бизнес делает наши города особенными, формируя локальную культуру, о которой так много говорят на разных уровнях. Именно поэтому мы создали проект «Знаем лично», цель которого — рассказать о предпринимателях со всей России и дать возможность жителям и гостям любого российского города увидеть его через локальные истории местного бизнеса и получить свой уникальный опыт. Бизнес, которому мы, МТС, помогли, это лучшая реклама для нас. Вы увидели, что мы можем предложить малому бизнесу, как отвечаем его потребностям, а главное, почему это важно. Мы верим, что к 2025 году в экосистему сервисов для предпринимателей от МТС будет вовлечено более 2 миллионов пользователей, что выведет нас в топ-3 игроков в этом сегменте. У нас есть все, что для этого нужно. Да, это, конечно, вот раньше, я не знаю, я боялась открывать собственный бизнес из-за того, что куча бумажной работы. Но сейчас, видя все вот это, ты понимаешь, что все достаточно легко, перестаешь бояться, и начинают происходить великие дела. Угу. Здорово, здорово. Это, конечно, совершенно новый мир. Вопрос такой. Мы сейчас очень много говорили об опыте клиента, о человеке. Но вернемся к бизнесу. Какие цели в среднесрочной перспективе у компании вы можете выделить? Ну, здесь я, наверное, пойду в сторону клиентов. Все-таки мы клиентоцентричная компания, поэтому, наверное, главная цель, которая у нас есть на среднесрочную перспективу, это как минимум удвоить число экосистемных клиентов, которые у нас сейчас есть. Это положит фундамент дальнейшему развитию, в том числе и финансовому. Мы сейчас не будем делать финансовых прогнозов. Это достаточно сложная и тоже нагруженная история, потому что финансовые прогнозы публичной компании такая прям большая тема. Но если вот так посмотреть на то, что называется взглядом сверху,
то мы должны точно входить в тройку крупнейших экосистем страны. Мы понимаем, что сейчас есть 5-6 компаний, которые активно развивают экосистемы. И я могу уверенно сказать, что вот то, что мы там станем топ-1 или топ-2, не очевидно. Это будет очень сильно зависеть от скорости развития не только нашей, и от многих факторов. Но то, что мы войдем в топ-3 и будем там очень активно и успешно конкурировать, вот здесь у меня никаких сомнений нет. Ну и за этим, естественно, следует и ускорение роста финансовых показателей, потому что мир уже привык к тому, что телеком не растет, что он дает очень хорошие дивиденды, и вот эта история такая очень длящаяся. А современные финансовые рынки, они не дают премии за то, что вы стабильные и предсказуемые. Они дают премии за то, что вы обещаете новый рост и новые бизнесы. Это то, что мы сейчас как раз делаем. Мы абсолютно уверены в том, что компания недооценена. Это в том числе подтверждается тем, что мы проводим собственные, то, что называется байбэк, выкупая собственные акции с рынка, потому что мы понимаем, что это создает ценность. И поэтому то, что нас сейчас слушают наши акционеры, это здорово. Мне кажется, что это с финансовой точки зрения очень правильное вложение было у всех, кто нас слушает, и что мы порадуем наших акционеров и хорошими финансовыми результатами, и обязательно дивидендами. Это главное вообще. И как раз об акционерах, они же ведь не пассивно нас слушают, они активно присылали вопросы, которые я сейчас и зачитаю от вас, уважаемые акционеры, прямо Вячеславу Николаеву в лоб. Итак, самый актуальный из них обсуждаем прямо сейчас. Вот это вот тонко. Чем модель KION отличается, например, от HBO Max или Time Warner? Разве контент не выигрывает от распространения среди 100% потребителей страны? Если контент распространяется среди абонентов телекоммуникационной компании, отдача будет невысокой по сравнению с моделью, в которой контент распространяется среди 100% потребителей. Я считаю, по делу вопрос. На самом деле есть разница. Одно дело, когда одна компания телекоммуникационная покупает другую, которая занимается медиа, и пытается ограничить распространение вот другой компании на продукции другой компании на аудиторию, ограничивая, собственно, например, телекомом. А это, естественно, разрушает стоимость, потому что компанию-то покупали целиком, которая 100% рынка имела. И потом сужают этот рынок. То есть здесь есть то, что называется разрушение ценности в пути. У нас совершенно не такая история. Мы, во-первых, не ограничиваем распространение продукции KION на телеком-базу МТС. Любой может подключиться, естественно. Это, по-моему, даже очевидно. И здесь, наоборот, у нас есть некоторая синергия, которая позволит быстрее продвигать KION внутри базы МТС. Но при этом у нашего KION совершенно адекватные цены, они более чем рыночные, поэтому, наоборот, KION будет приносить дополнительных клиентов в компании. И с этой точки зрения никаких ограничений и проблем не создается, точно, абсолютно. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о планах по отделению МТС Web Services. Чего вы хотите достичь отделением инфраструктуры? И есть ли планы по монетизации? Смотри, это еще история, которая только развивается. У нас есть некоторая далеко идущая цель стать лидером в области того самого облачного бизнеса. А облачный бизнес, он активно развивается в сторону того, что называется Edge Cloud и Far Edge Cloud. Когда вычисления производятся не в ЦОДе самом, не в центре, а где-то ближе к клиенту, для того, чтобы уменьшить то, что называется, есть такое понятие latency, задержку в вычислениях. Как только входишь в новый бизнес, у тебя появляется огромное количество новых аббревиатур, и в обычном человеческом разговоре тебе все время в голове приходится переводить. Потому что мы уже привыкли разговаривать на этом птичьем языке, который тоже сам по себе очень интересен. Я думаю, все переводи на язык денег сразу, чтобы акционерам было понятно. Да, денег там будет точно много. Это рынок на много сотен миллиардов. Он просто только развивается, и именно в рынок Edge Cloud. Но смысл в том, что как раз возможности мобильного оператора в сумме с возможностями провайдера облачных услуг, а мы и то, и другое, они как раз позволяют вот этот Edge Cloud сделать. Поэтому мы хотим выделить ту инфраструктуру, которая будет полезна
для Edge Cloud и развивать ее более сфокусированно. Это не значит, что мы ее куда-то отдаем на сторону. Это в плане выделения как дочерней компании. У нас много дочерних компаний. Это именно вопрос фокуса, и это заодно вопрос нахождения новых смыслов для людей, которые являются, и они сейчас являются центром и ядром, не знаю, сердцем нашей компании. Это те самые люди, которые занимаются техникой телекома, про которых сейчас говорят очень мало, но на которых базируется вообще все. Вот в их работе находится новый смысл, потому что они начинают разрабатывать не то, что было нужно вчера, как многие думали, телеком-сервисы, а то, что появится только завтра. В общем, это деньги, которые вы еще заработаете. Так, что будет мерой успеха экосистемы? Мы частично ответили на этот вопрос. Но вот здесь есть уточнение. Например, проникновение в базу пользователей, доля дохода экосистемы. Проникновение в базу пользователей, наверное, имеется в виду, какой процент экосистемных клиентов будет в нашей базе. Но вот здесь мы говорим, что мы будем удваивать количество экосистемных клиентов. А сейчас у нас этот процент близок к 15, значит, мы к тому моменту, естественно, увеличится и общее количество клиентов, но, наверное, мы вот идем туда где-то к 30%. Это более-менее понятный ответ. А как вы думаете, есть ли еще возможности для увеличения вашей и без того самой высокой доли рынка, но здесь уточнение по сравнению с другими операторами связи? Конечно. Вот здесь та часть нашего рынка, которая телеком, она больше всего сейчас выигрывает от экосистемы. Ну, например, простейший пример. Есть у нас телеком-клиент, который платит нам 1000 рублей в месяц. Много услуг в телекоме потребляет, у него и домашняя связь есть, и мобильная, еще что-то. И мы понимаем, что если средний срок жизни клиента в сети, он варьируется от многих факторов, но возьмем некий средний, вот он там 14-16 месяцев, может быть, да, и существуют такие цифры. Если мы ему предложим еще какую-нибудь услугу, например, даже не обязательно нашу, партнерскую, Spotify Premium, который мы предлагаем, там 6 месяцев бесплатно, потом начинается... Уже прошли. Да, прошли, но тем не менее мы ему предложили. Ты понимаешь, срок жизни клиента в нашей сети, мобильной в том числе, увеличивается в разы, потому что это лояльность. Таким образом, у тебя снижается отток в телекоме. Снижается отток в телекоме, увеличивается количество клиентов телекома, и увеличивается доля рынка телекома. Не просто сама по себе, потому что телеком хороший, а телеком хороший, но еще и экосистема добавляет. Поэтому, да, есть возможность дополнительного роста рынка в телекоме за счет экосистемы. Несомненно. Так, да, вот цитата. Господин Евтушенков публично говорил о том, что МТС стремится стать IT-компанией, а не телекоммуникационной компанией. Не могли бы вы еще дополнительно откомментировать тот факт, что было достигнуто в рамках этого периода? Мне кажется, что, наверное, вопрос был задан до того, как мы, в принципе, да, мы практически полностью покрыли вопрос IT-компании. Единственное, я должен сказать, что, наверное, мы, наверное, пройдем еще один этап переосмысления всех наших платформ, которые огромное количество, и более полного внедрения современных технологий, как искусственного интеллекта, биг-даты во все направления. Это будет таким следующим, наверное, большим этапом. Но, в принципе, да, я должен сказать, что мы уже эта компания, и уже оттуда уже обратного пути нет. Я тоже так уже поняла из нашей с тобой беседы, что мы частично ответили на вопросы про деньги, когда это отразится на видимых показателях монетизации, то есть это уже отразилось. Частично отражается, да, но будет отражаться все больше и больше. И как это повлияет на ваши долгосрочные планы относительно капитальных вложений? Мы капитальные вложения несколько увеличили в этом году, это не секрет, в 2021 году, но мы не считаем, что это будет то, что называется новый уровень, когда мы говорим про 110-115 миллиардов. Мы считаем, что в будущем он несколько снизится, и при этом все больше и больше процент капитальных вложений будет направляться в новые индустрии, при том, что телекому все равно будет отдаваться, какое-то время еще будет отдаваться достаточно заметная часть. Однако мы сегодня говорили о среднесрочных планах, но вот акционеры хотят узнать чуть-чуть более долгосрочных. Какой вы видите трансформацию МТС в ближайшие 5-10 лет? Также помимо
основных услуг связи, какие еще направления могут стать драйверами роста МТС вот в долгосрочной перспективе? Возможно, вот 10 лет назад или 15 люди достаточно успешно строили долгосрочные какие-то прогнозы на 5-10 лет и больше. Сейчас скорость изменений, скорость принятия решений, она настолько увеличилась, что единственное, что мы можем делать вот абсолютно точно, это готовиться к изменениям. То есть мы можем менять себя, менять свои подходы, платформы к тому, чтобы быстрее адаптироваться к существующему миру и менять этот мир самостоятельно. Но при этом сказать, что будет через 10 лет, на мой взгляд, это будет близко к вот не к той науке, про которую мы говорили недавно. То есть это будет не физика и не математика, это будет что-то другое. Поэтому я не могу сказать, какие это будут услуги. Я могу сказать, что это точно будет то, чего будет хотеть наш клиент. И то, что будет комплементарно другим услугам, которые у нас есть. Вот у нас есть искусственный интеллект, он тоже, кстати, начнет нам уже довольно быстро подсказывать, а что же случится следующим. А мы пока будем искать сами. Следующий вопрос про МТС-банк, про амбиции МТС-банка и про какие продукты и услуги банк может запустить в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Про амбиции мы уже говорили. Наша ближайшая амбиция вот в среднесрочной перспективе – это 10 миллионов, то, что мы называем, тяжелых клиентов банка. И это серьезная амбиция, но вполне достижимая, на мой взгляд. А вот ближайшие услуги, я, честно говоря, предпочитаю не раскрывать. Это должно быть все-таки сюрпризом, прежде всего, для наших клиентов. Ну, про 5G люди спрашивают. Тема-то всколыхнулась. Конечно. Вышки мы уже поняли, что в 14 точках по Москве. Как и в Питере. И в Питере есть, да. Хорошо. 2 столицы уже окучены. Да. И все-таки каковы перспективы 5G в России? Я думаю, что я понял вопрос. Он достаточно традиционный. Дело в том, что в этой области пока ничего не изменилось. У нас есть вопросы к спектру в России. Он не распределен, то, что недостаточно для того, чтобы построить сеть. Это процесс, который будет длиться совсем в ближайшее время. Раскатки полноценной 5G не будет. Будут эксперименты, будут демозоны, будут частные 5G-сети у каких-то предприятий, где это может быть, то есть какие-то движения будут происходить. Но да, для полноценной раскатки 5G нам нужно будет еще всем вместе поработать. И последний вопрос из нашей селекции. Ну, тут их, правда, несколько. Какие факторы принимаются во внимание при принятии решения о запуске новых программ обратного выкупа, учитывая, что вы сказали, что погашать эти акции в среднесрочной перспективе не представляется возможным, и, следовательно, это не повлияет на показатели в расчете на акцию? Смотри, я, в принципе, на этот вопрос уже отвечал. То есть мы, когда принимаем решение о байбеке, про который сейчас идет речь, об обратном выкупе акций, мы говорим прежде всего о том, что мы уверены, что наши акции недооценены, поэтому это приносит плюсы всем акционерам компании. Да, но тут такое продолжение интересное, поскольку в действительности с каждым новым обратным выкупом из группы уходит все меньше и меньше дивидендов. Как этот факт будет отражен в новой дивидендной политике компании, о которой должно быть объявлено в следующих кварталах? Вот когда будет объявлена следующая дивидендная политика, я уверен, что наши акционеры увидят, что МТС в очередной раз не разочаровал их в дивидендной политике. Сейчас, естественно, я ничего на эту тему раскрыть не могу. Это здесь очень жестко, но я не помню ни одного периода в истории МТС, когда мы бы разочаровывали своих акционеров. Игра на опережение. МТС не просто приближает будущее, мы с вами уже в будущем, а увиденные нами сегодня цифры и показатели убеждают нас в том, что все не то, что будет хорошо, все уже хорошо. От лица всех акционеров компании желаю Вячеславу Николаеву удачи, успехов в достижении поставленных амбициозных целей. Спасибо большое, Яна. Мне кажется, что у нас получился сегодня очень интересный разговор. Мы вообще с вами живем в очень интересное время, когда все меняется с огромной скоростью, и мы просто вынуждены меняться даже быстрее, чем это происходит с окружающим нас миром. Поэтому я хотел бы закончить нашу конференцию теми словами, которые я уже сегодня говорил. Оставайтесь с нами, будет интересно и будет прибыльно. А главное, вы, пожалуйста, будьте здоровы. А все остальное сделает МТС. С вами были Вячеслав Николаев и Яна Чурикова. До встречи через год. Пока.